Привет, друзья! Мы уже третий день отдыхаем на океане. Здесь такая небольшая частная территория. Люди сдают пару мест у океана для автобусов. Но есть все удобства, гамаки, можно развести костер, вода, электричество, стиральная машина. Рядом с нами пристроился еще один автобус. Ну вот, как вы думаете, кто там едет? Сейчас вы удивитесь. Гляньте на номера. Видите? К нам подъехали ребята из Москвы. Вот. Вчера мы очень долго сидели вечером, почти до часу ночи, и еле разошлись. Они сегодня должны уехать дальше, а мы еще останемся до завтра отдыхать. У нас сломался компьютер, слетел Windows, я его тут мучился, устанавливал, но вроде бы все получилось. Слава богу, весь материал сохранился, потому что мы как раз перед этим все перенесли с телефонов, из дрона на компьютер. И фильм уже почти был готов, теперь придется его делать заново. И сегодня будем заниматься восстановлением фильма. И когда проводим ребят дальше, они поедут в сторону Эквадора, а мы завтра следом. Вот такие планы у нас на сегодня. Путешествие прекрасно не только новыми странами, красивыми видами и незабываемыми впечатлениями, но также и неожиданными встречами с единомышленниками, людьми, которые проходят те же трудности, испытывают такие же чувства и эмоции. Так мы познакомились с Филиппом, Лили и их детьми. Итак, друзья, мы сегодня собрались здесь не просто так. Нас догнали наши товарищи по переписке, с которыми мы познакомились в интернете. И так как они едут чуть быстрее нас, а мы медленно, они нас догнали. И вот спустя 1,5 месяца мы встретились. Это ребята из Москвы. Мы очень плохо говорим по-русски, мы забыли язык, но мы попробуем вспомнить. Да, вы можете говорить, как вам удобно, на любом языке, потому что здесь я понимаю, что русскоязычных мало, мы все время говорим на английском, большей частью, только между собой на русском. Так вот, ребята нас догнали, мы вчера провели замечательно целый вечер, сидели тут уютной, теплой компанией. Я хотел бы их спросить, как они вообще сюда попали, каким образом доехали. У них замечательный автобус. Бокс. Это не автобус, это летающая тарелка. Извините, это нечто большее, это целый дом вот, на колесах для семьи из 4 человек, на котором они добрались, в принципе, до середины Америки. Расскажите немножко, как вы к этому пришли, что вас подвигло на такой подвиг и откуда вы начали вообще свой путь? Ну, это была мечта жизни, мечта 2 жизней. Мы готовились, конечно, несколько лет и собрались наконец-то, назвав это кругосветным путешествием. Ну, то есть заявлено так. Надеюсь, что все получится. Начали мы из Москвы, как только открылись границы после пандемии. И поехали в сторону Африки. Куда же? На родину Ли, которая там родилась, Лилиан. Вот. И сложности были с самого начала, когда мы преодолевали Ближний Восток, Иран, Ирак, где и так немало проблем. Узнали, что началась война в Судане. Страна закрыта фактически, и обогнуть ее никак. Ни слева, ни справа. Ну, где-то там Сомали, где пираты. Вот. И мы поставили машину нашу в контейнер и ждали 2 месяца в Кении уже на восточном побережье. Вот. После этого уже смогли продолжить. Это вы добрались так до Африки? Да. И потом спустились по восточному побережью, получается? По восточному и где-то по центральноафриканским странам, до самого юга, до мыса Доброй Надежды, до Кейптауна. Это вы там проехали стран 6, 5, сколько? Не помню по уже. Африке.
Были также в Намибии, да? Намибия, Замбия, Танзания, Уганда, Руанда, Так много. Ботсвана, Ангола. Да, Я думал, меньше. все страны разные, все страны оставили свое впечатление неповторимое. Вот. Ну и потом не без сложностей поставили машину в контейнер и отправили ее в Уругвай, на восточное побережье Южной Америки, вот, куда она шла больше 2 месяцев. Мы ожидали порознь. Лилиан с младшим сыном. У нас еще есть младший сын. Он изволит отзавтракать сейчас. Вот. Лилиан с ним ждала машину в Аргентине, а мы пока решали какие-то мелкие проблемы, дела, болели в Москве со старшим. И потом прилетели. И потом воссоединились, прилетели, да, получили машину и уже отправились по странам Южной Америки, таким как, значит, Уругвай, Аргентина, Чили, Боливия. И вот сейчас вот в конце Перу, уже на границе с Эквадором. Да. Сегодня должны переходить границу. Эквадор немножко пугает. Обстановка там неспокойная. Ну, будем смотреть, держать руку на пульсе. Да, а мы познакомились случайно. Я так понял, что на каком-то форуме в Аргентине, русском форуме, я там сделал какой-то вопрос, задал, а Лиля меня увидела. Вот, и они со мной списались. Интересно было, когда подпись была: мы путешествуем, мы, семья из России, путешествуем на автодоме. Я думаю, неужели кроме нас еще есть кто-то? Нет, там был очень дерзкий вопрос: где тут найти натуральный кофе? Вот это меня тоже заинтересовало. Не удивил, что зачем натуральный кофе в автодоме? Да, я когда просто тут... тоже очень люблю кофе, но нет кофемашины в автодоме, нет такой возможности. Я думаю, как же можно путешествовать с таким комфортом? Неужели это возможно? Ну, измученные путешественники в отсутствие кофе, когда вся страна пьет только чай-мате. Да, Потом вся Аргентина висит просто на мате, это удивительно. Они не пьют ни вино, ни водку, только чай-мате. Это было поразительно, когда вот все население от мала до велика ходят с этими термосами по улицам, в машинах, везде. Так странно было немножко. Хорошо. Это примерно, мы уже на тот момент проехали около месяца-полтора, наверное, да? Когда вот с нами Лили связалась. И вот сейчас мы только встретились спустя уже 4 месяца. Мы уже 7-й месяц в дороге. Вот. И вот спустя 4 месяца нас догнали потихоньку. Сколько ваше длится путешествие? Сколько вы уже путешествуете? Больше года. Уже 14 месяцев. 14 месяцев. Да. Как вообще вот живется в автодоме с семьей? Насколько сложно, либо просто, либо какие у вас ощущения вот спустя столько времени вы уже находитесь в пути? Дети как себя чувствуют? Насколько им это нравится? Тебе нравится в автодоме? Мне там нравится, но путешествие надоедает. Хочешь в настоящую школу пойти, да? Быть с одноклассниками, с друзьями? Мне и так было сначала плохо после того, как я пропустил выпускной. Да, понимаю. Это, конечно, да. Потеря. У меня в школу хочет. У меня мама все время напоминает историю со мной, когда я пошел в 1 класс, там все, она спрашивает: ну как, понравилось? Так здорово, потрясающе вообще, блин, еще это самое, не знаю, в общем, вот. Она говорит: ну вот сюда вешаешь форму, и завтра отсюда ее возьмешь и оденешь. Я говорю: а что, завтра опять? Да, еще 10 лет. Надолго. Понятно. То есть детям не просто в автодоме. А взрослым как? Ну да, возвращаясь к вопросу, детям, конечно, бывает по-разному, и устают, и на контрасте, наоборот, отдыхают. По-разному, конечно. Но для нас это стало уже привычным за больше года путешествия. И единственное, о чем мы думаем, это то, что тяжеловато сделать все вот это вот в один срок, без перерывов. Конечно, если бы у нас позволяли возможности, мы бы разбили такое большое путешествие на несколько этапов.
Вот. А так, ну, мы, конечно, упиваемся природой в первую очередь, природными красотами. Ну и стараемся найти разницу во всех странах, в культурах людей, которые посещаем. Ну да, здесь много интересного. А ваш маршрут, он состоит, значит, по Южной Америке и потом длится дальше в Северную? До США. После США мы еще не решили, что будем делать, как мы закончим кругосветку. Вот, будем там. Еще вопрос технический. Все-таки машина редкая здесь, Fiat, наверное, могут быть трудности. Вот как вы с этим справляетесь? Как у вас вообще бывают проблемы и как часто? Проблемы были. Машина действительно редкая, запчастей найти сложно, особенно в южной части Африки. Но тем не менее были проблемы с ходовой, мы что-то находили. Потом я ездил в Москву специально привозить эти запчасти. Здесь такие машины Fiat на базе Fiat Ducato попадаются немножко чаще. Но бог миловал, пока вроде критичного ничего нет. Появляются какие-то ошибки на бортовом компьютере, отказывает она турбина. Но в остальном все более-менее нормально. Ну, дай бог. Я надеюсь, дотянем и уже глобально будем чинить ее после. Все-таки именно здесь, Перу, Боливия, самые основные такие сложные страны, где именно с ремонтом тяжелее и дорого. Вот сейчас, чем дальше на север, будет немножко полегче, надеюсь, и дизель будет покачественнее. Да, мы тут все грешим на плохую солярку, потому что все это чувствуют, и надеемся, что ситуация справится, изменится в лучшую. Ли, а как вот женский вопрос, ну, все-таки вот такую семью в автодоме справляться, как вот психологически это вопрос, насколько сложно? Да, мы изначально для себя решили, что наше путешествие будет во многом как образ жизни, то есть не как преодоление чего-то или не как какая-то цель, которую мы себе поставили, поэтому мы встаем и вот как в обычной жизни, мы там завтракаем, мы занимаемся всеми делами, с той лишь точки зрения, что просыпаемся в разных красивых уголках мира, и те же самые какие-то обязанности, можно сказать, домашние заботы происходят просто уже где-то в другом, более красивом месте. То там на пляже на каком-то красивом, я встаю, готовлю завтрак и прочее, то это уже в горах, где-то мы там на фоне красивых красот. То есть я просто отношусь к этому как к обычному дню, который начинается там. Ну, конечно, среднестатистический день, как у всех, как в московской квартире. Ну, я стараюсь к этому так относиться, поэтому я... Ну, тоже немножко устаете, может, психологически. Это да, вот, конечно, от путешествия немножко устаешь, есть желание сменить как-то ритм жизни. Для этого тогда мы останавливаемся, снимаем какое-то жилье, кемп, чтобы немножко отдохнуть именно от дорог, от машин. Такое, да, тоже есть. Как по поводу приготовления продуктов, здесь все-таки какая-то разница, что-то не хватает, может, домашнего, там, есть ли какие-то трудности именно с приготовлением всего? Ну, в принципе, особых трудностей нет, потому что основные продукты можно найти в любом уголке мира, за исключением каких-то вот вещей, к которым привыкаешь, таких как кисломолочные продукты, там кефир, творог. Да, этого нет нигде. Этого нет нигде. А вот основные там... Или, например, вот какой-нибудь чак-чак, который любит Влад. Что еще? Какие-то такие вот вещи. Да, ну благодаря Лили мы тоже получили закваску для кефира, и теперь у нас будет кефир. Это очень большое достижение здесь. Как по поводу безопасности? Что-то у вас попадалось на дороге, встречалось такое, что вас настораживало, пугало, и вы как-то это плохо переносили? У вас какие-то были проблемы, возможно, с полицией, либо с местными гангстерами? Да, с гангстерами не было. В Италию мы не ездили. Вообще, можно сказать, что Латинская или Южная Америка, она, конечно, более спокойна, пока нам кажется. Не знаю, что будет дальше. Нас больше пугали, если честно. Пугали Африкой, пугали безопасностью, отсутствием, вернее, безопасности. На самом деле ничего пока, слава богу, с нами не происходило. Были какие-то моменты, например, в Руанде
кстати, самой безопасной стране, наверное, из всех, которые мы в Африке посетили. У нас пытались украсть велосипед с задней двери. Полиция ночью поймала воришку, сняла его буквально с задних дверей. Вот он уже отрезал веревки, вот, поставила его перед машиной на колени и, в общем, представила нам. Потом кстати, я запомнил его глаза. Почему-то они мне запомнились. Я его видел потом спустя несколько часов. Его, видимо, отпустили, но все-таки он ничего не сделал, не успел. Вот. И он стоял у машины и смотрел. Хотел, наверное, еще раз, вторую попытку. Не знаю. Ну, как бы по Достоевскому, да, преступник возвращается на свое место преступления. В Аргентине мне ударили по лицу кулаком, раскровили лоб. Ну, скорее, пряжкой от бейсболки. Вот. Но это я сам виноват. Зашел в район, который трущобы, да, с камерой. Ходить не стоит без вилы. Да. В общем, это был знак какой-то, и я понял свою ошибку. Но ничего не украли, не ограбили? Нет, они хотели, они прижали меня к стене, вот, но удалось вырваться, закричать. Да, это спасло, я думаю, что. Это спасло. Буэнос-Айрес, да, было? Да, трущобы. Там, да, это нормально. Это как бы. Это нормально. Да, это абсолютно нормально. Ну да, вот Лима, я был несколько лет назад в Лиме, она гораздо страшнее была. Вот, но на сегодняшний день она настолько изменилась, по крайней мере, центр, что я не узнал ее и настолько спокойно, и вообще без проблем можно гулять всю ночь, что мы и делали, и ничего не происходило, даже близко, потому что везде стоят полицейские, какие-то дежурные. Так спокойно себя чувствуешь, народ гуляет с утра до ночи, бегает, спортом занимается. Вообще изменился внутренняя такая энергетика города, которая была очень криминальная. Когда я был там несколько лет назад, меня даже из отеля не хотели выпускать без сопровождения. Настолько было опасно, говорит, не ходи, убьют. А в этот раз вообще просто я удивился, не ожидал такого. Хотела сказать, что многие тоже пишут, спрашивают, ну как на такое решиться или что-то останавливает. Ну, наверное, если есть желание, это в первую очередь, да, вот желание есть, и все тогда к этому Да, желание, получится. Больная голова, если есть. Всё. Больная голова. Нет, страхов больше, если прислушиваться к многим советам. Надо, конечно, не бояться, что-то начать, и дальше все само потечет. Нам больше, к сожалению, доставляет неприятностей ожидания каких-то опасностей и страхов, чем они случаются на самом деле. Так что вот это надо учитывать и двигаться. Сейчас впереди еще у нас несколько стран. Так, Эквадор очень должен быть интересен. Колумбия вообще должна быть потрясная. Так что вперед к новым приключениям. Спасибо вам за интервью. Подписывайтесь на их телеграм-канал, ссылка будет внизу. Вот. Спасибо. Спасибо. Да, нам очень приятно, когда нас читают, потому что, мне кажется, самое главное, что я выношу из путешествий, я пишу в блоге. Это какая-то такая квинтэссенция всего пережитого и увиденного. Так что подписывайтесь на телеграм-канал, задавайте вопросы, интересуйтесь. Пока! Ну все, ребята уезжают. Завтра они нам оттелеграфируют, как там на границе. Может, еще увидимся. Событие целое. Встретить земляков практически на другом конце света. Да, это, конечно, редкость большая. Ждем следующих. Нас еще ребята нас догоняют, так что не все еще. Еще все впереди. Вперед. Друзья, сегодня великолепный закат. Налили бокал вина за наших 1000 подписчиков. Будем пить за вас.